Добрый день, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня я решил приготовить копченую семгу. Можно закоптить таким способом форель или любую красную рыбу. Кита, кижуч, чевыча, что угодно. Мы взяли семгу. Для начала мы ее сейчас разделаем, приготовим к копчению и потом закоптим. Поехали! Дорогие друзья, давайте разделаем нашего прекрасного лосося. Для этого возьмем острый нож. И распластуем с обратной стороны. Проделаем ту же самую операцию. И вдоль хребта выводим нож к хвосту. У нас получается две половины. Хребет и голову мы не выбрасываем. Я ее оставлю для ухи. Сварю уху по-фински. Возможно, может, голову пожарю. Очень вкусный рецепт, кстати. Надо будет как-то снять его. У нас получилось два пласта. Сейчас мы уберем лишнее. Это ребра, внутренние косточки, плавники, чтобы у нас красивый пласт был. Срезаем реберные косточки. Нож ведем вдоль ребер. Это срезаем. Тёша нам не понадобится. Она у нас пойдет на уху. Убираем брюшной плавник. Срезаем жир со спины. Подложим доску, чтобы не тупить нож. У нас атлантический лосось. Срезаем некрасивые вещи. У нас получается вот такой вот пласт. Здесь можно вырезать еще чуть хребтовую кость, чтобы уж совсем красиво было. Если готовите для себя, можете не заморачиваться в таких тонкостях. Оно будет и так вкусно. Удалим косточки специальным пинцетом. Можете сделать это плоскогубцами, у кого нету. Можете обычным маникюрным пинцетом для бровей. Удаляем в направлении головы, чтобы они нам в нашем блюде не мешали. Их не так много, удаляются они легко. Вот такая половинка филе получилась у меня. Я ее оставил специально на шкуре, для того, что когда будем коптить в коптилке, эти все канцерогенные дымы не пропитали ее насквозь. Семга рыба нежная. Сейчас мы ее вторую часть также разделаем, но вторая у нас пойдет на посол, а эту мы подготовим к копчению. Сейчас я ее пока уберу в сторонку и разделаю вторую часть, а потом продолжим. Дорогие друзья, мы подготовили нашу семгу. Для копчения нам нужно ее будет присолить. Пропорции у нас будут следующие: 3 части соли и 1 часть сахара. Всю эту смесь перемешаем. Соль берите крупную, морскую или каменную. Это значение как бы особого не имеет. Просто морская иногда бывает как-то менее концентрированнее по содержанию солей. Не такая соленая. У меня получилось каждое филе по кило 400. То есть из расчета мы солим для копчения чуть-чуть по-другому, в отличие от малосола. Потому что у нас рыба будет солиться всего 2 часа. Она должна быть вообще слабо соленая и чуть подкопченая. Поэтому присаливаем так, вот как на еду вы солите, не как на посол. Не надо слишком много соли. На спинную часть
можно чуть больше, на реберную чуть меньше. Солим с одной стороны, шкуру солить не надо, она у нас все равно будет сниматься. Где тонкие части, там соли наносим менее. На спинную часть чуть больше соли. У меня ушло половина от того, что мы размешали, то есть 1,5 ложки соли и пол-ложки сахара. Вот на образно 2 килограмма 800 грамм. Все, теперь мы рыбу убираем на 2 часа. Она у нас просаливается, стоит. И потом, когда мы ее начнем коптить, мы вернемся с вами и продолжим готовить. Я убираю ее пока. Друзья, у нас прошли 2 часа. Наша семга подсолилась. Сейчас мы ее подготовим к копчению. Она дала сок. Для этого нам понадобится сейчас промокнуть всю салфеткой ее насухо. Берем бумажное полотенце, потому что если рыба будет сырая, то она слишком много себя может питать дыма. Берем филе, переворачиваем его. Берем еще полотенце. Шкуру я не снимал и не чистил, потому что шкура будет сниматься у нас потом с готовой рыбы. Те, кто любит ставить свои комментарии, что надо было снять шкуру, надо было сделать то, надо было сделать это. Мой рецепт такой. Промокнули на решетку для копчения. Выстилаем пергамент и смазываем его растительным маслом немного. Масло нам нужно для того, чтобы рыба у нас не прилипла, потому что мы ее положим мясом вниз. И потом, чтобы нам было легче ее отлепить, мы смазываем ее маслом. Берем наше филе и перекладываем на пергаментную бумагу. Со вторым кусочком проделаем ту же самую процедуру. Вот таким образом мы подготовили нашу рыбку. Пойдемте поставим ее в коптилку. Коптить будем 10 минут, не больше. Коптилка должна быть предварительно прогрета. А будем коптить на грушевых опилках. Пойдемте, друзья. Дорогие друзья, а на улице-то у нас сегодня -3, а мы вышли покоптить рыбу. Коптилка у нас нагрелась, засыпаем щепу. Я пользуюсь обычно либо грушевой, либо ольховой щепой. Сегодня коптим на грушевой щепе. Ставим поддон, чтобы у нас ничего не капало на щепу. Задвигаем решетку с рыбой и отправляем в коптилку на 10 минут. Закрываем крышкой, засекаем 10 минут. Через 10 минут посмотрим, что у нас получилось. Друзья, 10 минут прошли, достаем. Ах, красота! Среди бегущих первых нет и отстающих. Закрываем крышку. Вот такой вот у нас получился в меру копченый и в то же время не переваренный в сухую лосось. Теперь нам надо, чтобы он остыл полностью, и только потом будем снимать шкуру
снимать его с пергамента и нарезать на подачу. И будем пробовать, друзья. Друзья, наша рыбка остыла. Сейчас мы ее разделаем, снимем шкуру и нарежем на порционные кусочки. Для этого нам надо ее будет аккуратненько не сломать. Если бы мы ее не смазали маслицем, сейчас бы она у нас вся прилипла. Самое сложное — оставить рыбку целой и невредимой. Оп. Пока уберем в стороночку. Это возьмем сюда. Поддеваем кожу и начинаем аккуратненько снимать. Самый сложный процесс. Снимается несложно, но все равно нужно быть аккуратней, чтобы не сломать, не нарушить целостность конструкции. Наша рыбка подстыла и не хочет отдавать. Здесь на ребрах, где более тонкое мясо, начинает местами сильнее проварилось. Я снял шкуру. У нас получились два вот таких слабо соленые, слабо подкопченые филе. Сейчас мы их нарежем. Нужен остренький ножичек. Мясо нежное. Поверьте мне, оно тает во рту, разваливается. Вот это такая вкуснотень. Вы даже не представляете, как это вкусно. Аккуратненько, чтобы у нас ничего не развалилось, нарезаем по сантиметру шириной. Тут, где тонкие части, оно чуть даже побольше подварилось. Это просто, это сказка. У кого есть коптилка, попробуйте данный рецепт. Если вы угостите кого-то им, эти люди просто будут на седьмом небе от счастья. Нежно копченый лосось. Мои гости от него просто всегда в восторге. Вот для такого размера рыбы именно 10 минут. Больше не надо. Если у вас форель размером где-то 2-3 килограмма, там вообще 6 минут достаточно, но в разогретую коптилку. Вы готовы? Смотрите внимательно. Берем вот так вот аккуратненько. Ложим вот сюда этого лосося. Я вот так вот его сейчас раскрою, чтобы вы понимали, насколько он нежнейший. Если кто-то скажет, что это сырая рыба, то я вам скажу, что вы ничего не понимаете тогда в этой рыбе. Она просто нежнейшая. Тает во рту. Если бы мы ее держали чуть дольше, она была уже суховатая. А это божественный вкус. Друзья, не поскупитесь. Позвольте себе там на Новый год, если у кого-то есть коптилка, купите одну форель, килограмма на 3. У вас получится 2 филе, грамм по 800, наверное, вот такие. Сделайте, вы просто будете в восторге. Я вам реально говорю, вот от нее просто невозможно оторваться. Это нежнейшая рыба. Этот подкопченый нежный вкус. В меру соленая. Вот такая вещь. Я, конечно, бы ее ел, но, друзья, я берегу ваши нервы, беспокоюсь о вашем желудочном соке, и поэтому на этой вкуснейшей ноте сегодня я по традиции хочу с вами попрощаться. Всех, у кого сегодня день рождения, поздравить с днем рождения, пожелать здоровья, крепкого,
счастья, любви, тепла, уюта в доме и добрых-добрых друзей в окружении. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч. С вами был Волоха, а я буду точить рыбу. Это просто бомба. Это нельзя просто оторваться.